Снова всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Мне записи я рассортировал, как обычно, барахло. Забрал тут мелкие камни, пойдут на перезарядку. Остался у меня вот крылатый сумрак, ну и вот по мелочи тут. Также я сварил несколько зелий восстановления здоровья, отдал их уже орку. Нам нужно метнуться, во-первых, на Алькария, у меня всего 10 эксклюзивных ее зелий. По-быстрому мы это сделаем. Менее быстро получится метнуться в Морнхолд, снова пополнить запас камней душ. В этот раз я, наверное, надо не забыть взять что-нибудь на продажу этому зачарователю. Я, честно говоря, не знаю, что конкретно он покупает, но по идее он оружие и броню должен брать. И напомнили мне, что на Алькарии нужно бы подарок какой-то, да? А я опять ничего не взял. Кольцо мы ей вроде бы уже дарили, да? Бриллиант дарили, кольцо дарили. Давайте мы исправим свою ошибку. И вот это дорогое кольцо я ей вручу за нулевую сумму. Кольца она не берет, друзья. Ей нужно цветы какие-то нести. Ладно. Раз обещал, надо держать слово. Кольцо мы вернем, конечно же. Просто ближайший какой-нибудь цветок. Это трава, это не цветок. Придется нам пробежаться. А здесь цветов-то особо и нет. Зато есть два фуражира. Да, какие здесь цветы? Откуда бы им тут взяться? О, вот. Каменевка. Так, ну фуражиры не уймутся, конечно. Еще и скальные наездники тут. Давайте-ка мы призовем кого-нибудь простого. Типа скампа. Пояс скампа-то у меня остался, никуда он не делся. Я думаю, что скамп с фуражирами тоже должен разобраться. Никто тут больше не прилетел по нашу душу. Один есть. Второй готов. Тут есть вот трупик квестовый, но связываться с этим квестом у меня никакого желания нет. Ой, больно. Приложился копчиком. Так, значит, по плану у нас заняться сюжетными квестами. А именно у нас остался лагерь племени Зайнаб, не охваченный, так сказать, нашим нарываринством. Снова мы повышаем свой навык торговли. Добро пожаловать. Продаем ей пару, пару невежливо, наверное, один цветочек давайте. За 0 рублей. Это подарок. Кольцо. Так, ну кольцо я позже выложу. Значит, 10 зелий я покупаю. Давай за 500. Отлично, торговля возросла. Выкладываем обратно кольцо. К сожалению, вот видите, продать его не получается. Можно было его, конечно, в сундук положить, таким же макаром, как я зелье всунул. Ну ладно, загоняться не будем уж чересчур. И бежим обратно в свой домик. Возьмем на продажу что-нибудь не очень дорогое. Хотя денег у торговца изрядно там. И мы сможем срубить лишнюю копеечку. Чего у меня много? Много у меня вот этих вот эндорильских шмоток. Но также вот есть много эбонитовых копий. По 50 тысяч секиры, но вряд ли мы сможем их продать. По 12 500 булавы.
2, смотрите, стеклянных меча. Кинжалы. Короткие мечи по 10 штук. Ну давайте возьмем короткий меч. 1. Булава 12 тысяч. И парочку вот этих вот кинжалов. Их у меня не так, чтобы много, но продать их просто будет легче. И весят они меньше, соответственно, будет проще их дотащить. Ну и через Вивик. Здесь мы применяем вмешательство Альмсиви. Потом божественное вмешательство. И заходим. Ищем Асиен Рейн. Стой, стой, стой. До Морхолда 1 билет, пожалуйста. Да, я помню. Правосудие никогда не дремлет. Заходим. И на запад поворачиваем в Готсрич. Да, все, дорогу я изучил, можно сказать, что вспомнил даже, так правильнее будет. И бежим на 2-й этаж. Это необходимо? Да, это необходимо. Так, здесь мы сохраняемся. Повышаем навык торговли. Отношение у меня с ним хорошее, да. Значит, Расскажи. все-таки запас сил тоже нужно повысить. 6 тысяч. Я думал, у него 10. Что-то я здесь, конечно, пролетел. Ну ладно, закупаем камни. Давай за 400. Отлично. Я думал, что больше у него, конечно, денег. Зря я взял этот меч. Продать его мы не сможем. К сожалению. Так, 7. Получается 12 камней. Ну и вот эти тоже за 400. Продаем. 7200. Получается, только один этот клинок я ему смогу загнать. Ну и свитки у него, кстати говоря, есть. Свитки. Святоши вот по 520. Давайте-ка тогда сделаем для чистоты эксперимента 390. Давай за 300. Ой, за 300 я сказал. Молодец такой. Так, ну просто чтобы у нас эти святоши были, так, на всякий случай. Давай за 250. Вот и, кстати, уровень. Отлично. Отлично. Значит, 7700. Блин, ну до 8000 как-то догнать бы хотя бы, чтобы оба клинка вот этих ему... Но вот эти свитки все дешевые, и они не то чтобы мне сильно нужны. Что, святошами забирать, что ли? Мозговой подпитки. Нам это не надо. Нам это не надо. Значит, ладно. Давай еще камни тогда. За 500. Все, 8200 у него. Значит, оба стеклянных кинжала за 8200. Отлично. Ну, кинжалы сбагрили, и то ладно. Значит, что мы делаем? Вмешательством божественным во дворец и не сюда пролетел. А куда? Вот сюда, наверное, да? Да. Да подожди ты. Обратно на Варденфелл. Не знаю, знаешь ты меня или нет. Бывал я у тебя не раз. Задание твое выполнял, а ты меня все еще не знаешь. Неблагодарный NPC в Моровинде. Работаешь на них, работаешь. Никакого уважения. Придется обратно бежать домой. Во-первых, за орком.
Во-вторых, за повышением уровня. В-третьих, выкинуть меч. Ну, через Вивик, да? Лагерь Зайнап, он находится в таких местах, что не исключено, что Святошу мы там также сможем встретить. И таким образом зачаровать еще одну катану. Как я и планировал изначально. Все беготня, беготня, а вот сундук все до сих пор еще у нас не пополнился. Давайте посмотрим. Уже 11 месяц, день 88 в игре. То есть, как бы, по идее, уже должно все произойти. Меч возвращаем. Да и катану я пока потаскаю за собой. Камни эти тоже мне пригодятся. Все, задерживаться не будем. Разве что вот для порядка выложим так и вот так. Забираем орка. Вроде бы он, ну, не полностью починен, но тут по мелочи. Пока это терпит. И нам нужно вот сюда. Вот он, лагерь Зайнап, значит, нам нужно ввоз. А сделать это проще всего, наверное, через Селстрайдера, через Вивик. И там уже морским путем. Так, Балмора, Хуул. Даже не знаю, давайте через Хуул. Для разнообразия. А орка я опять забыл. Вернее, он не добежал. Всего ничего. Чуть-чуть не добежал. А здесь уже лодочкой. Оп. А он все равно побежит по мостикам. Ну что я тебе могу сказать, рыженькая? Хочу я отправиться через тебя в Дагонфелл. На этот раз проездом. Задерживаться мы тут не будем. И Блин. Подождите, что-то я забыл, куда нам надо. Ну, да подожди, я посмотрю. Тельмора. Нам надо в Тельмора. Вот таким вот образом. Тут наступила ночь. В принципе, здесь можно допрыгать. Не обязательно тут особо никак плавать до берега. Ага, вот он уже сагрил кого-то. Какую-то рыбу, очевидно. И стратил на нее драгоценные заряды. Ладно, ныряем. Раз уж он все равно сагрил. И в принципе, здесь уже пешочком можно допрыгать. Но давайте все-таки дождемся утра. Сейчас 10 часов. 8 часов переждем тут на бережку. Будем считать, что мы ловили рыбу, травили анекдоты, а тут какие-то недоброжелатели прямо за холмом. И все сразу на меня сагрились. Мне это, конечно, не нравится. Но против орка с его катаной у них нет никаких шансов. Буквально 2 ударами он их развалил. Ни черта ценного у них нет. Зачем они вообще это ломанулись? Сидели вы себе тут у костра. А вот Виквит, пожалуй, я бы тут подсобрал, потому что он имеет эффект восстановления здоровья.
А у меня этот эффект в дефиците, поэтому травку я пособираю, с вашего позволения, друзья. Наш орк хоть и с регенерацией теперь, но в битве по-прежнему надежда будет на зелье. Также было бы желательно тут поглядывать по сторонам в поисках святош. Но здесь алиты только. И сразу на меня какую-то гадость уже наложил. Какое-то отравление, да? Че он тут охранял? Просто так бродил, да? Святош, кстати, не видать. Не видать. Ну не то чтобы они здесь табунами ходят, но шанс есть встретить. В основном возле Тельвоса. Насколько я знаю, там возле башен. Немножко виквита пособерем. Сейчас крыса, наверное, сагрится. Так. Но вообще наш путь туда вот лежит, как раз мимо крысы. Ох, не нравится, как ты расходуешь заряды. Давайте-ка все-таки заберем у него катану. Как бы то ни было, но пополнять ее так и придется рано или поздно. Обеспечим себя виквитом на долгое время. Если бы не на запись, я бы здесь вообще побегал, пособирал бы этот виквит. Не только вдоль, как бы, нашего пути. Итого 53. Но я думаю, что пока хватит. Отвлекаться уже не будем. Шалк. Тут какие-то еще и шлендеры. Так, еще и лучник. Давайте-ка прятаться. Я вижу доэдрические руины. Причем не посещенные нами. А следовательно, нам надо обязательно туда наведаться, друзья. Путь в лагерь Зайнап обещает быть извилистым. Я вижу Огрима. Специально агрить я его не хочу. Наш орк, видите, из-за ограниченного радиуса не может эффективно догнать этого лучника. Давайте ему... Здесь мы его вряд ли перекроем. Еще и Огрим сагрился. Ну что, нужно помогать. Нужно призывать алчущего. Восстанавливать, наверное, магию. И обратно в невидимость. Да, чтобы он не бегал. Да. И алчущий не может его парализовать. Ну вот, получилось. Какой живучий лучник, ты посмотри. Ничего ценного у него, тем не менее, нету. Давайте заглянем к ним в юрту. Что у них там? В сундуках ни хрена. Это тоже какая-то нищебродка. Юрта залита. Как бы это тоже какой-нибудь не был квестовый чувак. И очень кстати, что остался алчущий у нас. Залита мы угомонили. Подсоберем у него ингредиенты. Замочек уровня 25. Тут придется использовать отпирание андузи. Немножко монеток. Дубина. Еще пролезть бы тут. Собирать золото вы меня никогда не отговорите. Хоть по одной монетке, но собирать я его буду. Ну и ничего, в общем-то, тут ценного особо и нет. Юрта Зелая.
Сохранимся. О, а их тут много. Мне это не нравится. Категорически не нравится. Так, один минус. Тут тоже лучник, но использовать лук внутри юрты очень глупо с его стороны. Совершенно согласен я с нашим орком. А сражаться луком в таком пространстве замкнутом еще глупее. Ну, здесь стандартный рандомный такой лут. Нищебродский. Тем не менее, вот золотишко у них есть. Че нападали, зачем? Непонятно. Понимаешь, я вторгся к ним в их хату, как бы зашел без спроса. А могли бы вежливо попросить, я бы ушел. А орк наш, он не любит долго разговаривать, он сразу за катану хватается и рубит с плеча. Так, ну давайте посмотрим, что это за руины. На разведку сгоняем. Тут я вижу еще и пещерку. Святош на горизонте не видно, к сожалению. Прям вот так вот они не бродят тут по берегу. Пинсун. Ну, тоже название мне особо ни о чем не говорит. Давайте используем призыв. Сохранимся. На входе нас не встречают. Но так просто действительно тут у нас не получится. Какая-то не лучница, а как это, арбалетчица. Но благо у нашего алчущего вполне работает его паралич. Побежали агрить народ. В очередной раз я удивляюсь слаженности работы наших друзей. Кто бы думал, да, что в этом прохождении я буду использовать алчущего. Северная железная кераса, нам это не надо. Какое-то имперское снаряжение у него по типу легиона. Но вряд ли он имеет к легиону какое-нибудь отношение. Так, вот я вижу стеклянный кинжальчик, кстати, с отравлением. Сохраняемся. Так. Значит, алчущего 7 секунд еще. Давайте призовем заново. Восполним магию. И пусть они сражаются. С катаной, конечно, оно получше, но и так нормально, я считаю. Так, выход есть всегда. Выход есть. Например, не ввязываться в сражение с заведомо превосходящими силами противника. Он пытается на меня что-то колдануть, но у него даже брони не было. Фовус Фаравелл ничего не смог противопоставить мощи нашего отряда. Усиленного, я бы сказал, отряда. Вот это мы возьмем. Щит. Ну, тоже возьмем. Вдруг где-то пригодится. Оркская секира 2000. Нет, спасибо. У меня уже этого добра оркского до хренища. А монетки, конечно же, я буду собирать. Инеевый отранах. Богатые здесь ребята. Весьма зажиточные, я бы сказал. Ну, свитки эти тоже берем. Алчущий нас покинул, да? О, кстати, смотрите, вот это вот. Ну, блин. Ладно, вот это возьмем на продажу и вот это. Вот это все забираем. Все, вот сейчас покинул. Статуэтки. Так. Поглощение. Отравление. Прикасание. Нет, это нам не понадобится. А где камни душ? Я уже до 20 уровня, блин, докачался, а великие камни душ как были в дефиците, так в дефиците и наблюдаются. Так, давайте-ка приготовим
призыв. И будем обузить, как сейчас модно говорить, этого алчущего. Так, вот только на меня агриться не надо. Мне это не нравится. Лечимся. Ни черта у него не было интересного. Снова рандомный лут. Ну вот хоть большой камень душ. 300 аж монет. Ну возьмем. Я бы предпочел, конечно, великий камень душ, чем вот эти вот свитки. Они тоже ценные. Но я даже не представляю, как персонаж, докачавшийся до такого уровня, и не умеет вскрывать замки 100-го уровня. Сохранимся. Ловушка здесь. Ой, их тут аж двое. Так, что у нас тут? 24 секунды. Ну, давайте призовем еще Дримору для компании. Пусть воюет. Так, и бежит ко мне, конечно же. Бежит ко мне, гаденыш. Потерял, да? На помощь! Стража! Ну, алчущий, по идее, не даст ему далеко уйти. От того, что они ушатали, да? Походу, да. Давайте проследим, чтобы орк наш не телепортировался скриптом, а мог воевать все-таки. Алчущий, походу, отъехал. И да, я забыл повысить уровень, друзья. Вот же, блин. Нам надо его как-то заблокировать, чтобы он не мог бежать, поэтому я призову алчущего сюда вот поближе. Не хватает мне магии. Какая-то суета началась. И он меня палит, скотина такая. Наконец-то его поймали. То есть Дримора впустую прошел. Видите, без алчущего ничего не получается с этой беготней. Сохранимся. Давайте сожрем самопальное зелье. У этого ни черта нет. У этого тоже, в общем-то. Но вот тут есть свиточки. Значит, интеллект возьмем. Восстановление здоровья нам не надо. Запас сил нам не надо. Увеличить магию, пожалуй, нет. Книжка. Какая-то российская. Так, увеличить здоровье. Все это для нас бесполезно. И ни одного завалящего камня душ. Так, ну что, 30 пунктов. Так, тут подальше отойти. Золотишко. Сохранимся. Давайте здесь повысим уровень. Здесь есть подстилки. Силу, конечно же, скорость, как я и планировал, и удачу. Итого у меня 21 уровень и по нулям бонусов. Отправляемся дальше. Вроде бы здесь я еще не все осмотрел, не все закутки. Там мы были. Или все. Да, походу все. Побережье Азуры. Опять я забыл орка. Так, ну и теперь уже руины. Грязекраб какой-то больной, да? Да, зараженный. Что, рыба-то есть тут? Че, нету рыбы?
Походу нету. Готовим призыв. Сохраняемся. И смотрим. Наездника вижу. Огрим. Твоими косточками. Огрим, огрим. Теперь ты умрешь. По-моему, он в большой камень идет. Проверяем. Да, большой камень. Пообедаю. Так, двое их. Их тут двое. Блин, ну это не очень хорошо. Здесь нужно помогать. Помогать с лечением. Захватили душу и хорошо, в общем-то. Есть. Собираем урожай сердец. Сохраняемся, но кланфиры это несерьезно, друзья. Где святоши? Так, какие-то бойцы настроены ко мне нейтрально. Атранах. Атранаха тоже бы захватить, конечно. Атранах тоже не дурачок. Шмаляет на все деньги. Давайте полечимся. И орка тоже полечим. Готов. Восстановление повысилось. Атранах пуст. И вот он вход. Эзутанамус. Ни о чем не говорящее очередное название. Давайте сохранимся, приготовим призыв. Заходим. Нестандартная планировка. Отравляющие какие-то заклинания тут на нас накладывают. Но вот это вот мне не нравится. Опять меня палят. Жесточайше. Магичку ушатали. Там какой-то кинжальщик тоже. Не до кинжальщик, но хотел меня, видишь, приложить своим кинжальчиком. Книжка. Искусство боевой магии. Камень душ, наконец-то, великий. У меня их уже до хрена. Даже больше, чем надо, по идее. Лута никакого, но есть проход дальше. С ловушкой причем. Ну что, мы, во-первых, восполняем запас магии. Во-вторых, телекинезом пользуемся. Ага, вот оно и святилище. Сохраняемся. 27 секунд алчущему, поэтому я, наверное, приготовлю вызов Дриморы. И залетаем. И сразу же мне прилетело по щам. Причем так не слабо. Ой-ой-ой. Сейчас сдохну. Или нет. Или не сдохну. Значит, алчущего обновляем. Или не обновляем. А все, да? Они справились. Слушайте, пока я лечился, они двоих ушатали. Молодцы, что сказать. Топор беспонтовый. Ну и камень, смотрите. Только я пожаловался, что камней нет, и стали давать немножко камней. Подушечка, смотрите. Раньше я как-то особо не встречал такого, чтобы о комфорте заботились. Так, алчущий нас покинул, да? Ну ладно. Я думаю, что они тут справятся. Дримора плюс наш орк.
Прихватить бы его, не знаю, если успеем. Так, Дримора ушел. Ну и все, справились. Эбонитовый короткий меч. Так, этого я уже осмотрел. Чарк его зовут. Но вот эти предметы мне уже не нужны. Второго этажа нет. Есть сундучок здесь. И похоже все, да? Два сундучка. И оба с ловушкой. Поэтому давайте-ка мы вот здесь встанем. Используем телекинез. Так. Книжки плюс-минус стандартные. Зелья также не поражают воображение. Отпирание. Кольцо молнии возьмем. У меня вроде бы такое уже есть, но пусть будет. Левитация эксклюзивная на 60 секунд. Ну 60 секунд это до хрена, столько мне никогда не требовалось. Поэтому, наверное, нет. Все получается, мы руины зачистили. Вот так вот на бегу, на скаку, можно сказать, настолько наш уже орк прокачался. И даже контрольные хилы ему уже не требуются. Вот сейчас вот посмотрим, а у него полное здоровье. Да, да, да. Но, к сожалению, здесь вот снаружи святош никаких не завезли нам опять. Как ни жаль, как ни печально, но нет. Только два кланфира и Атронах. Но Атронах силен, конечно. Он вполне соответствует уровню моему. Но хотелось бы святош. Сохранимся. Еще Шалк сагрился с какого-то перепугу. Три удара дайкатаной потребовалось ему с завышенной силой. Орка, кстати, не порезали ли ему силу? Нет, 580 как было, так и есть. Кстати, он стрел наловил, смотрите. Хитиновая стрела, стальной болт. Давайте посмотрим, что здесь в закутке. Нам немножко по пути. А ни черта. Ни черта тут нету. Перебираемся на тот берег. Рыбы здесь тоже нету. Только грязекрабы голодные бродят по берегу. Непонятно, на что надеюсь в битве с орком. Бежим к лагерю Зайнаб. Там, конечно же, нам поручат выполнить тоже задание несложное, достаточно уже на нашем уровне. А именно, по-моему, прибить вампира потребуется. Кагути. Кагути тоже ничего не охраняют, просто присутствуют. Один готов. Второй тоже готов. Причем моровый. И зараженный. Но нам все нипочем. Так, я вижу скампа, к сожалению, снова не святоша. Ну, скампика захватим давайте, на всякий случай, чего бы нет. Блин, даже не успел, видите? С первого раза не попал и все. Один удар дайкатаной по голове. И скампик отлетает. Там какие-то бандюганы, походу, тусуются. Так, тут кто? Крыса. Это несерьезно, конечно. Давайте еще сожрем одно зелье. Один бандюган, да? Или бандюганша. Но она, на удивление, настроена мирно. Мое терпение не Айвери Лотри. А что ты тут делаешь, дорогуша? Ведьма, говорит я. Просто ведьма 15 уровня. Ничего не торгует. Ну и ладно.
Живи, как говорится. Не тужи. Так, Гуар дикий. Конечно же, сагрился. Да чё не по силам-то? Застрял, что ли? Буду с тобой ссориться. Вот ты молодец. Давайте его выручать. Как покончено. Ну. Ой, сейчас будет больно. Ну и все, что-то не по силам, не по силам. Запаниковал что-то. Огрим. Огрим-то тебе по силам? Безусловно. Отлично. Смотрите, как дело пошло. Просто враги отлетают на раз. Но я уже не сомневаюсь, что основную сюжетную линию мы пройти сможем с орком. Даже с учетом той заварушки, которая там в Красной горе будет. Я думаю, что мы изловчимся и все-таки сделаем это. А вот насчет дополнений уверенности у меня такой нету. Еще один Гуар бродит. Шалк. Ну такая публика здесь, видите. Надеялся, конечно, что Святоша попадется. И там вот, где был Огрим и Скамп, вполне Святоши могли быть. И доэдрических руин здесь особо я не вижу. Там ближе к Красной горе, возможно, есть. Вот, кстати, юрта шаманки. Давайте орка пока оставим тут, чтобы он потусовался. Зайдем к шаманке, спросим, что от нас требуется. Приветствую тебя. Привет. Кажется, я слышала о тебе. Ты тот чужеземец, который утверждает, что выполнит пророчество Нарыварина? Тогда мое наставление очень простое и бесплатное. Поговори с Ашханом Каушадом, так как ему очень... Блин, тут еще не просто нам вампиров мочить, тут еще и невесту же тащить ему. Ашхану, я забыл совсем про это. Привет. Так, ну вот он, Каушад. Мне кажется, мы знакомы. Итак, вы чужеземец, который хочет исполнить пророчество Нарыварина. Добро пожаловать в наш гостеприимный лагерь, чужеземец. Но вам придется сказать нам, как чужеземец может оказаться Нарыварином. Да, мы знаем о пророчестве, мы знаем много пророчеств, и все они таинственные и туманные. Наша шаманка Сануму Забамат рассказала мне об этих пророчествах и дала свое толкование. В определенный день от неизвестных родителей, проклятие плоти, ну и так далее. Не очень-то он верит, короче говоря. Обычно, говорит, предсказания, голоса и строфы. Очень интересно. Но правда ли это? Кто знает. До нас дошли слухи, мы знаем о чужеземце, который хочет выполнить пророчество Нарыварина. Но объясните, как чужеземец может быть Нарыварином? Расскажем свою историю, предъявим доказательства. Хо-хо, говорит, извините меня, боюсь, это вышло грубо, но давайте говорить серьезно. Вы сами верите в эту историю? Я никого не хочу оскорбить, но сами подумайте, вы же чужеземец и совершенно не знакомы с нашими обычаями. Как вы можете стать нашим военным вождем? Какой разумный Ашхан позволит такому, как вы, возглавить свои войска? В общем-то, разумно он говорит. Давайте попросим Каушада дать задание. Очень хорошо. Вампир по имени Кальварио нашел себе убежище в родовой гробнице Мирану. Если вы действительно великий воин, как вы говорите, вам будет совсем несложно избавить нас от этого вампира. Вот, вы получили свое задание. Теперь, может быть, вы оставите меня в покое. Так, гробница находится к северу отсюда. Идите на запад, пока не достигнете гор, затем поверните на север и идите вдоль гор, так чтобы они оставались слева. Когда вы минуете руины Чулефта, обратите взор на восток и ищите вход, около которого растут два дерева. Ну, традиционное напутствие в стиле Моровинда: пойди туда, поверни налево-направо, там что-то увидишь. Понятно. Кальварио вампир. Молодой, но очень опасный, естественно. Думаю, такому опытному путешественнику, как вы, это известно. Скорее всего, его изгнали из его логова более старшие и могущественные вампиры. Я не смею дать вам советы при вашей репутации.
Но возможно вам стоит навестить волшебников и алхимиков Тель-Вос и Тель-Мора. Хотя я их обычно не использую, говорят, зелья и свитки могут оказаться очень полезными. Совершенно согласен. Но выполнять это задание мы будем уже в следующем эпизоде. На сегодня на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.